от кого произошли украинцы. Несмотря на то, что украинцы вторые по численности среди славянских народов, их этническое происхождение имеет свои особенности и загадки. Конечно, до тезиса, популярного у украинских ультранационалистов украинцы-славяне, а русские монголы. На деле ситуация обстоит очень далеко, но есть существенные отличия украинцев от русских и белорусов. Кто жил на Украине до украинцев? Для выяснения того, откуда взялся украинский народ, нужно учесть, что на этой территории жили множество народов разного происхождения задолго до прихода славян. Киммерийцы и скифы. Наиболее древние исторические народы Украины – ираноязычные, европеоидные люди смешанного типа, как североевропейского, так и южноевропейского. Несмотря на исчезновение киммерийцев и уход скифов еще до начала нашей эры, население, имеющее скифские антропологические черты, продолжало жить на Украине и фиксируется среди славян спустя почти 1000 лет. Например, анты и поляне довольно сильно отличаются по черепным пропорциям от славян Новгорода и зато очень близки к скифским сериям. Сарматы. Из-за Урала и степей Казахстана в Украину переселились сарматы. Их царство довольно долго доминировало в регионе, и хотя они были очень близки скифам, они принесли сюда и среднеазиатские типы, где сарматы обитали ранее. Например, туранидный и памиро-ферганский антропологический тип, который имеет весомый процент и среди современных жителей Украины. И являются основным для узбеков и туркмен. Греки. Издревле, с незапамятных времен, греческие колонисты жили как на побережье Черного моря, так и в глубине континента. Геродот пишет о городах скифов Ольвии и Гелоне, где греки смешались с местным населением и образовали новый народ. Они поселялись сами, в поисках торговых путей или желая избежать не всем нравящихся реалий жизни полисов. Греки будут жить на Украине на протяжении всего исторического времени, пополняя генофонд населения южноевропейскими типами. Готы. Германское племя разгромило державу сарматов, некоторое время контролировало регион, но само пало под ударами гуннов. Тем не менее, германские антропологические типы и североевропейские гаплотипы в ДНК еще встречаются в Украине, особенно на Киевщине. В Крыму же потомки готов жили еще в XVI веке, пока окончательно не растворились в крымско-татарском населении. Намады, половцы, печенеги, хазары, авары и прочие. Все эти народы вышли из степей Евразии, имели смешанный европеоидно-монголоидный облик и тюркский язык. Они также дали многое Украине, как в плане генетики и антропологических типов, так и в культурном плане: шаровары, сабли, обычай брить голову и оставлять вислые усы. Собственно, славяне. Переместившись откуда-то из Карпатской котловины на восток, славянские племена Украины несколько отличаются от славян Руси. Поляне, древляне, уличи и тиверцы, составившие костяк украинцев, принадлежали в южной ветви восточных славян, где была сильная доля неславянского кочевого элемента. А, например, славяне новгородские стоят ближе к западным славянам. Отсюда их некоторые этнические и лингвистические различия, фракийцы и балканские народности. На Западной Украине можно найти большое число людей, имеющих антропологический тип, схожий с типами народов балканских стран, например, черногорцев, который восходит к древним фракийцам. Очень рослые люди, с темными волосами, круглой головой, резко выделяющимся носом – это потомки древнего населения Европы, еще до прихода индоевропейцев. Кроме того, балканская гаплогруппа I2 встречается в 24% украинской популяции – викинги. После прихода Рюрика и завоевания Киева Олегом, в крупных городах Киевской Руси находились довольно значительные воинские формирования из скандинавов, которые со временем вошли в состав аристократии и оставили значительный генетический след среди жителей Украины. Однако выделить его довольно сложно, так как антропологически они совпадают с готами и ранними славянами. Кочевники Орды и Османской империи. После крушения княжеств Руси при походах Бату, просторы степной зоны Украины заполнилось представителями центральноазиатского типа монголов, а также тюркоязычными кочевниками.
По сути, произошел возврат населения эпохи великого переселения народов в украинские степи, что усилило тюркизацию местного населения, особенно после образования Крымского ханства. Вторичное заселение славянами Украины. Истребленное и отошедшее в леса на севере, население степной зоны Украины во время царствования монголов стало возвращаться на юг по мере ослабления Золотой Орды. Сначала казаки принесли новую волну славянского населения, причем славянского населения Новгородчины, северной ветви славян. Затем потянулись крестьяне из центральных областей Руси, поселяясь в Украине. По данным лингвистов, украинцы находятся ближе к полякам, словакам и русинам, чем к русским. Но русский язык вообще занимает довольно обособленное место среди славянских, что объясняется крайне восточным положением русского народа среди славянских народностей. Антропология украинцев также тяготеет к южным типам, а не к северным, которые доминируют у русских и белорусов. Упрощенно, можно говорить о том, что у всех трех восточнославянских народов есть общее славянское ядро, однако далее на белорусов сильно повлияли балты. На славян – финские народы, а на украинцев – тюркские кочевники степи, а также выходцы из Балканского региона. Так кто же такие украинцы? Украинцы – довольно смешанная этнолингвистическая группа, на формирование которой оказали влияние большинство народов, когда-либо проживавших здесь. На сегодняшний день украинцы состоят из 4 главных типов, восходящих к разным группам населения: восточнославянский, тюркский, балканский, западнославянский и многочисленные варианты между ними. Это потомки как автохтонного населения Украины, родственного балканским народам, так и кочевников степей. Славян и германцев, близких к современному населению Чехии и Польши, а также славян русской равнины, сближаемых с автохтонным населением Восточной Европы. Украинцы, в отличие от русских, чаще всего имеют круглую форму черепа, брахицефалия, они более высокорослые, более темнопигментированы, темные волосы и глаза, более темный цвет кожи, при этом доля светлых глаз при более темной пигментации волос и кожи доминирует. В лингвистическом и культурном плане, а также в самосознании Украины безусловные славяне, но с точки зрения истории, генетики и антропологии. Они наиболее смешанное население с тюркоязычными кочевниками степи, хотя и сохраняющие доминирование славянской базы. Если русские североевропеоиды, то украинцы находятся скорее на границе между ними и южными европеоидами. С другой стороны, украинцы сохранили многие домонгольские славянские приметы лучше, чем у северных соседей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.